Шел 1720 год. Золотая эра карибского пиратства подходила к стремительному и бесславному концу. Европейские правительства, которые раньше поощряли пиратов в Новом Свете, начали закручивать гайки. Бывший героизм объявили бандитизмом. Британский военный флот начал систематически догонять и истреблять пиратские корабли, не согласившиеся сдаться и прекратить бесчинство. 22 октября у берега Ямайки был замечен неизвестный корабль, отказавшийся при встрече поднимать флаг и вместо приветствия открывший огонь из пушки. Это было исключительно глупо, поскольку экипаж подозрительного судна насчитывал всего 14 человек и к серьезному сражению был абсолютно не готов по причине многодневного запоя. Глупый корабль без особых церемоний взяли на абордаж, потому что не только пираты брали на абордаж другие суда, но и в обратную сторону это происходило сплошь и рядом. Когда завязалась драка, подавляющая часть команды немедленно заперлась в трюме. Только 2 пирата оставались на палубе и дали отчаянный отпор британским морякам, тщетно пытаясь призвать товарищей перестать трусить и быть мужиками. К величайшему изумлению противников, без особого труда сломивших это жалкое сопротивление и арестовавших всех находившихся на борту, оба храбреца оказались женщинами. Это не случайность, что слово «пират» имеет несколько синонимов, ведущих происхождение из разных языков. На протяжении большей части XVII века Карибский бассейн был ареной непрекращающегося конфликта испанцев со всеми остальными. Испания пришла в регион первой и надежно окопалась как на островах, так и на побережьях Юго-Северной и Северо-Южной Америк. Опоздавшие на раздачу Англия, Франция и Нидерланды начали пытаться ослабить испанский контроль, поощряя каперство, легализованное пиратство. Английские приватиры, французские корсары и голландские флибустьеры делали одно и то же. Прикрываясь политическими интересами своих стран, они грабили суда и колониальные прибрежные города, по преимуществу Испании, но в принципе любой страны, которая в этот момент оказывалась во вражде с нашими. Благо, войны в Европе не прекращались. Уследить за постоянно менявшейся политической ситуацией было трудно, что позволяло всем этим романтикам с Большой океанской дороги без зазрения совести периодически жечь и грабить кого попало, а не только актуальных врагов своего короля. Ну, то есть, как говорится, пираты оставались пиратами, каким бы термином их ни называли. В сложившейся напряженной обстановочке, о которой вы легко составите представление по книгам о капитане Блади, губернаторы колоний часто покровительствовали своим дружественным пиратам, которые в ответ их крышевали и делились награбленным. Некоторые порты, Порт-Роял на Ямайке в первую очередь, а также знаменитый остров Тортуга, функционировали как полулегальные базы, где джентльмены удачи могли сбыть захваченное, подлатать паруса, отдохнуть и пополнить команду. 3 года назад я подробно рассказывал об этой системе в видео о том, как Порт-Роял, главная столица пиратов, однажды в прямом смысле слова ушел на дно в результате страшного природного катаклизма. После разрушения Порт-Рояла функция главного центра берегового братства перешла к Нассау на Багамах, несмотря на немецкое название, всегда остававшимся английским портом и центром английского приватирства. Именно в этом теплом местечке и повстречаются главные герои моего сегодняшнего рассказа. Подавляющая часть информации о наших героях мы получаем из одной единственной книги. Это знаменитая «Общая история пиратов» капитана Чарльза Джонсона, изданная в Лондоне в 1724 году. Полное название книги «Общая история грабежей и убийств самых известных пиратов», но мы, жалея
трепетный алгоритм Ютуба, будем называть ее просто «Общей историей пиратов». Эта книга не просто была супер популярной у современников. Она фактически сформировала литературный образ пирата на будущее. Именно в ней впервые зафиксировано использование термина «веселый Роджер». Роберт Льюис Стивенсон основывался на ней, сочиняя «Таинственный остров», и даже позаимствовал оттуда имя одного из персонажей – Израиль Хэндс. История пиратов вышла буквально через пару лет после поимки и казни самых знаменитых головорезов того времени. То есть она была по свежим следам, и автор утверждал, что он основывался на юридических документах и рассказах действующих лиц. Что не помешало ему ввести несколько персонажей, по поводу которых современные историки сходятся во мнении, что их не существовало в реальности. Были ли они продуктом карибского фольклора или авторскими фантазиями, мы не знаем. Но герои сегодняшнего видео точно существовали в действительности. При этом все же большая часть их биографии остается на совести капитана Джонсона, который сам был, скорее всего, фикцией. Весьма вероятно, что этот псевдоним был выбран для того, чтобы завоевать доверие читателя, а настоящим автором истории был не морской волк, а кто-то из лондонских писателей или журналистов. Даниэль Дефо очень долго считался основным претендентом на ее авторство. Но факт остается фактом. Маркетинговый ход оправдался. Книга стала бестселлером, и публика жадно проглотила сначала первый том, потом отдельно изданную вторую часть, а потом еще 3 переиздания за 2 года. В книге было все. Экзотика, приключения, страшные злодейства и персонажи до того колоритные, что дух захватывало. Чего стоит один Тэч «Черная борода», перед боем вплетавший в бороду разноцветные ленточки и зажженные фитили. Но были в ней также и трогательные романтические истории, находившие живой отклик в душах сухопутных интеллигентов. В частности, биография нашей героини, особенно часть, касающаяся судьбы ее матери, являются типичным образчиком сентиментальной прозы с социальным подтекстом, модной в те годы, и очень типичный, в частности, для Дефо, который ведь написал не только Робинзона Круза, но и Роксану и Молл Флендерс. Истории о девушках, вступивших на дурную дорожку. Согласно капитану Джонсону, красотка Энн родилась в Ирландии. Ее биография начинается с совершенно опереточной истории о том, как ее мать, работавшая горничной в доме почтенного адвоката, была заподозрена в том, что она спит с хозяином. После чего супруга адвоката, в традициях тогдашних комических опер, сама улеглась спать в постель горничной и стала дожидаться, придет ли изменщик-супруг. И тот пришел. После чего хозяйка в ярости обвинила горничную в краже серебряных ложек, и ее бросили в тюрьму. Злосчастную девушку ждала печальная участь, поскольку по кровавому закону тех лет за такую кражу полагалась казнь через повешение. Вы не ослышались. Эти законы, между прочим, привели не к уменьшению количества краж в Британии, как ожидалось, а к уменьшению количества свидетелей. Это называется эффект Кобры, и я об этом подробно рассказывала много лет назад. Ну так вот, на счастье, такие серьезные преступления разбирались в специальной судебной комиссии, которая ездила из города в город, и ее приходилось иногда ждать по несколько месяцев. За это время хозяйка остыла и забрала свое обвинение. И через полгода горничная вышла из тюрьмы с потрепанной психикой и новорожденной девочкой на руках. За это время адвокат вдрызг разругался с супругой. Ему было жаль пострадавшую за него девушку, и он решил взять свою незаконно рожденную дочь в дом и вырастить как собственного ребенка. Во избежание продолжения скандала, поскольку история эта стала известна на весь город, он приказал нарядить девочку мальчиком и начал выдавать ее за сына своего покойного родственника. Однако его обман был быстро раскрыт.
Скандал разгорелся еще больше, да так, что адвокат из-за своих семейных дрязг начал терять практику. Тогда он продал имущество, забрал любовницу и незаконную дочь и переехал в Америку, где разбогател и купил обширную плантацию. Когда горничная, которую он выдавал в Америке за жену, умерла, его хозяйство стало вести подросшая дочь, наша красотка Энн. Девушка выросла горячего и смелого нрава, и когда некий хмырь попытался к ней приставать, она его так избила, что он надолго слег в постель. В общем, бой девица была. Отцу она тоже подчинялась мало, и вместо того, чтобы сделать хорошую партию, без его согласия выскочила замуж за моряка по фамилии Бонни, который не имел ни гроша за душой. И так она стала Энн Бонни. Разозленный отец лишил дочку приданого, и молодая пара отправилась на остров Нью-Провиденс на Багамах искать счастье. Нассау, столица пиратов, находится как раз на острове Нью-Провиденс. К началу 1713 года там проживало по 2 пирата на каждого законопослушного жителя. Заметной фигурой там был некто Джон Рэкхэм, вошедший в историю под прозвищем Калика Джек. Про него в книге пиратов тоже есть отдельная статья с картинкой. Калика – это индийская хлопчатобумажная ткань из города Каликут, которую в те годы научились украшать разноцветными яркими принтами, и она вошла в большую моду у дам и пиратов. Ситец по-нашему. Ситцевый Джек Рэкхэм стал одной из звезд конца Золотого века пиратства и центральной фигурой в судьбе Энн. По Утрехтскому миру 1713 года Британия получила Гибралтар, хороший кусок Северной Америки и, что еще важнее, Асиента – исключительное право на поставку рабов из Африки в Испанскую Америку. У англичан появилась веская причина пресекать пиратство. Правительство ужесточило контроль над колониями, прекратив их расслабленное полунезависимое существование. Британская корона начала назначать более серьезных и законопослушных губернаторов и отправлять военно-морские патрули в Карибское море. В 1718 году новый губернатор Вудс Роджерс прибыл на военных кораблях восстанавливать королевскую власть на Багамах. Роджерс предложил всем желающим пиратам помилование в обмен на прекращение разбоя. Это был так называемый Королевский указ о помиловании 1718 года. Прокламация, обещавшая помилование всем каперам, которые сдадутся властям до конца года. С теми же, кто не сдастся, поступят быстро и грубо. Благо, у правительства высвободились военно-морские силы в регионе после окончания войны. Не все пираты пошли сдаваться, но это внесло раскол в береговое братство. Бенджамин Хорниголд, один из самых влиятельных пиратов в Нассау и бывший наставник Тича Черной Бороды, сдался властям и позже даже сам стал охотником на пиратов. Черная Борода помилование не принял, но от него ушла чуть не половина команды. Знаменитый Стит Боннет, пират-джентльмен, принял помилование, но вскоре вернулся к прежним занятиям. Что позволило карибскому начальству с сарказмом замечать, что наивно было со стороны нового губернатора надеяться, что пираты сложат лапки и будут соблюдать договоры. Так вот, Ситцевый Джек был одним из тех пиратских капитанов, кто полностью оправдал недоверие. Первоначально Рэкхэм воспользовался актом о помиловании и прибыл в Нассау, чтобы сдаться. Но потом он заскучал. И тут на его пути попадается Энн Бонни. И ситцевый Джек Рэкхэм решает вернуться к прежнему ремеслу. Потому ли, что он увел жену у мужа, или просто характер у этих двоих был непоседливый, мы не знаем. Но Джек угоняет небольшой шлюп и бежит из Нассау, прихватив с собой Энн, чью фамилию, Бонни, отныне стали использовать как кличку «Красотка». В начале XVIII века женщина на пиратском корабле отнюдь не считалась чем-то нормальным. Большинство пиратских кодексов, письменных правил, согласованных экипажем,
напрямую запрещали женщинам находиться на борту. Например, в кодексе капитана Бартоломью Робертса прямо написано, что если кто приведет на корабль девицу в мужской одежде, ему за это полагается смертная казнь. И специально объяснено, что предыдущие попытки держать баб на корабле приводили к скандалам и вражде. Пираты и еще в большей степени, чем экипажи военных судов, полагались на взаимоподдержку. Поэтому ко всему, что могло нарушить единство и согласие товарищей, относились очень серьезно. Кроме того, среди всех моряков были широко распространены суеверия о том, что женщины на борту приносят несчастье. Так что Энн практически наверняка, по крайней мере поначалу, выдавала себя за мужчину. Остались свидетельства, что она одевалась как мужчина, в бою вела себя точно так же, как все остальные члены команды, и дралась и ругалась как мужик. Возможно ли было в принципе скрывать свой пол на корабле? В общем, да. Пираты носили свободную одежду, мылись редко и были гораздо больше озабочены выживанием, а не разглядыванием друг друга. Тем более, что пиратская карьера Рекхэма после бегства из Нассау была короткой. Энн пропиратствовала всего что-то около 60 дней. Но она использовала эти дни на полную катушку. Команда Ситцевого Джека была очень маленькой, 1,5 человек, в то время как средняя пиратская команда насчитывала от 50 до 80, а Бартоломью Робертс и Черная Борода вообще командовали 1,5 сотнями. И когда в этой чумазой толпе с недостатком конечностей появился новый молодой симпатичный пиратик, лихая Энн положила на него глаз. Вообще про Энн рассказывали, что она была девица наглая и аморальная, то есть свободолюбивая и любвеобильная. Она, видно, не боялась ничего, даже гнева капитана-бойфренда, поскольку начала на всех парусах атаковать новобранца, который не знал, где от нее прятаться. Томас Каррональ, abbiamo delle colossali ingeriti Погорелло. Лунда Ханабадан Цигель, Люлю. Энн думала, что паренек избегает ее, потому что принимает за мужчину. И она была так мотивирована, что затерла его где-то в углу трюма и продемонстрировала свои вторичные половые признаки. Она была уверена, что перед такими аргументами он точно не устоит. Но тут товарищ говорит ей: «Разуй глаза, подруга, я тоже женщина». А Люлю потом, но нет ни в коем случае. Ну почему? Ей, может, что-нибудь надо? Что ей надо, я тебе потом скажу. Почему бы вам не поставить лайк этому видео, ведь вам наверняка интересно, что будет дальше. Новым пареньком оказалась вторая знаменитая пиратка – Мэри Рид. То есть в команде Ситцевого Джека служило 2 женщины за раз. История Мэри Рид тоже изложена в книге о пиратах, в отдельной главе, и не менее романтична, чем история красотки Энн. Мать Мэри молоденькой девушкой вышла замуж за человека, который вскоре после женитьбы погиб в море. Она оказалась вдовой с малюткой-мальчиком на руках, совсем молодой и ветреной, и вскоре она вновь оказалась беременной, непонятно от кого. Чтобы скрыть свой позор от состоятельных родственников мужа, которые ее содержали, она берет ребенка и уезжает в деревню, чтобы родить там. А когда ее сын вскоре умер, догадливая дамочка переодела новорожденную дочку мальчиком, чтобы выдавать за своего законного сына перед богатыми родственниками. Так Мэри, подобно Энн, с детства привыкла носить штанишки, что, как я понимаю, однозначно объясняло тогдашней публике, как они оказались на скользкой дорожке пиратства. Достаточно одеть ребенка в одежку, не соответствующую его или ее полу, и все, на ребенке можно ставить крест. Готового висельника воспитываете. Мэри тоже выросла дерзкой и сильной и самочинно поступила на военный корабль, где прослужила какое-то время, затем покинула его и вступила кадетом сначала в пехотный полк, где во время боевых действий вела себя с превеликой храбростью,
а затем перешла в кавалерию, где тоже очень хорошо себя показала. Но тут ее угораздило влюбиться в красивого однополчанина. С недаемой любовью Мэри раскрыла возлюбленному свою тайну. Поскольку, замечает капитан Роджерс, Марсу и Венере невозможно служить одновременно. Тот немедленно влюбился в нее тоже, и когда военная кампания закончилась, они купили для нее женское платье и в открытую поженились. Россказни о двух кавалеристах, вступающих друг с дружкой в брак, наделали много шума. Так что некоторых офицеров любопытство побудило принять участие в церемонии, и они сговорились между собой, что каждый из них сделает невесте подарок для обзаведения домашним хозяйством, из уважения к тому, что она была их товарищем-солдатом. Читаем в истории пиратов. Они легко получили отставку и тут же открыли кофейню, и их дело в скорости пошло на лад, ибо очень многие офицеры стали обедать у них постоянно. К сожалению, заслуженное счастье Мэри продолжалось недолго, ибо муж ее вскоре умер, а заведение разорилось. И она вновь облачается в мужское платье и садится на судно, направляющееся в Вест-Индию, чтобы поискать счастье там. По дороге их корабль был захвачен пиратами. Мэри часто заявляла, что всегда питала отвращение к пиратской жизни и вела таковую лишь от безысходности. Пираты довольно часто предлагали членам команды захваченных судов присоединиться к ним, пополняя таким образом свой вечно уменьшавшийся состав. И в принципе вполне правдоподобно, что для многих пленных это был единственный шанс выжить. Поскольку не согласившихся и не имевших богатых родственников для уплаты выкупа, пираты запросто могли или покидать в воду, или бросить на первом попавшемся клочке суши умирать с голоду. Все эти легенды базируются на реальных событиях. Итак, Мэри с ее богатым военным опытом и еще более богатым опытом скрывать свой пол стала профессиональным пиратом. Далее в книге следует еще одна душераздирающая любовная история. В одном из налетов корабль, на котором пиратствовала Мэри, захватил квалифицированного ремесленника, которого тоже насильно присоединили к команде, потому что он мог принести большую пользу. Это был весьма привлекательный и обходительный юноша. И Мэри, недолго думая, опять влюбилась в сослуживца. Вначале она обрела его доверие, высказываясь против пиратской жизни, коей он питал совершенное отвращение. Так что они стали сотрапезниками и близкими приятелями. Когда же она убедилась, что он питает к ней искреннюю мужскую дружбу, то позволила ему совершить открытие, неосторожно явив его взором свои белоснежные груди, сообщает нам капитан Джонсон. «Теперь начинается сцена любви», – пишет он далее. «Нет, не то, что вы подумали. Молодые люди воспылали друг другу самой возвышенной и чистой страстью. Как вдруг юношу угораздило поссориться с одним из пиратов, и тот вызвал его на дуэль. Их корабль стоял тогда на якоре близ некоего острова, и они решили сойти на берег и сразиться, согласно обычаю пиратов. Мэри Рид была до крайности обеспокоена и встревожена судьбою своего возлюбленного. Она не хотела, чтобы он не принял вызов, ибо не вынесла бы мысли, что его заклеймят как труса. А с другой же стороны, она страшилась исхода поединка. Оказавшись перед лицом сей дилеммы, она доказала, что печется более о его жизни, нежели о собственной, ибо решила сама поссориться с тем задирою и, пригласив его на берег, назначила время на 2 часа раньше того, когда он должен был встретиться с ее возлюбленным. И в указанный час билась с ним на саблях и пистолях и убила на месте. История мутна по вопросу, было ли это до или после инцидента с красоткой Энн, который, между прочим, чуть было не стоил Мэри жизни, поскольку ситцевый Джек приревновал к ней свою любовницу и пообещал красотке Энн, что перережет глотку ее новому хахалю. Поэтому девушкам пришлось посвятить в тайну и его, чему Джек, я уверена, был несказанно рад. Теперь несчастному капитану пришлось скрывать от команды, что у него 2 бабы на борту. Но благо это оказалось самой маленькой из его проблем, поскольку вскоре случилась та бесславная
с позволения сказать, битва у мыса Нагрел, окончившая его плавание навсегда. Между прочим, месяца за 1,5 до этого новый губернатор Ямайки издал приказ об аресте ситцевого Джека Рекхэма и его сообщников, которые были перечислены поименно. И среди имен мы находим Энн Бонни и Мэри Рид. То есть к концу их карьеры не только команды, но и власти уже были в курсе, что они женщины. И в книге говорится, что они одевались в мужскую одежду только в бою, а во время досуга носили платье. Что является вопиющим признаком того, что к этому времени стандарты берегового братства упали ниже плинтуса, и золотой век пиратства подошел к концу. Это также объясняет и то, что Рекхэм сдался даже не военному кораблю. Нет, битва была с 2 торговыми судами, которыми командовали достаточно решительные капитаны, самые бывшие каперы. Один из них приказал произвести залп из пушек, он снес гик на корабле Рекхэма, после чего пираты попросили пощады. Энн и Мэри попытались оказать сопротивление, но их скрутили. Рекхэм и его команда были доставлены в столицу Ямайки, где их судили и быстро признали виновными. Рекхэм был повешен 18 октября 1720 года, и его тело было выставлено в железной клетке недалеко от гавани, в назидание другим и как напоминание, что никакого снисхождения к пиратам больше не будет. Энн Бонни и Мэри Рид избежали немедленной казни, заявив, что они беременны. К этой защите прибегали тогда почти все осужденные преступницы. В книге говорится, что высокопоставленные джентльмены Ямайки еще помнили Энн по ее юности в доме ее отца, и поэтому с ней обращались более снисходительно, чем к другим. И ей даже позволили повидаться с Джеком Рекхэмом перед его казнью. Все, что она нашла сказать ему в поддержку и утешение, что если бы он тогда дрался, как подобает мужчине, его бы сейчас не повесили, как собаку. Мэри Риджа настаивала в суде, что стала пираткой по принуждению, и она добилась сочувствия многих, пока не появился свидетель, который рассказал, что, будучи пленником на борту корабля Рекхэма, он разговорился с Мэри, принимая ее за юношу, и спросил ее, что за удовольствие она находит в таких предприятиях, где жизнь ее непрестанно под угрозою, и более того, она может быть уверена, что умрет позорной смертью, если будет взята живьем. Она же отвечала, что не считает повешение тяжким испытанием, ибо если бы не виселица, любой трус мог бы податься в пираты, и море так засорилось бы сими паразитами, что храбрецам пришлось бы голодать. Что если бы пиратам был предоставлен выбор, они сами бы не приняли наказание меньшего, чем смерть, страх перед которой заставляет некоторых трусливых негодяев быть честнее. Что многие из тех, кто ныне обманывает вдов и сирот и притесняет несчастных соседей, не имеющих денег, чтобы добиться справедливости, разбойничали бы тогда на море, и океан был бы забит мошенниками, как суша. Мэри Рид умерла в тюрьме от лихорадки. В реестре захоронений записано, что она была похоронена 28 апреля 1721 года, как Мэри Рид пиратка. В той же книге числится захоронение Энн Бонни 29 декабря 1733 года. Эта женщина была похоронена без указания родственников и без каких-либо церемоний. Если это действительно та самая Энн Бонни, то она избежала казни и прожила ничем не примечательную и недолгую жизнь на Ямайке, как обычная женщина. И это был нравоучительный рассказ о прекрасных пиратках Карибского бассейна. Я оставлю внизу ссылку на книгу «Общая история пиратов». Она переведена и выложена в интернет. Поинтересуйтесь заодно там и моими другими проектами, если вы еще не знаете моих блогов. А настоящим бескультурникам большой привет! И спасибо, что поддерживаете мой канал. Счастливого плавания!